Что делать, если за отношения борется только муж? Жене ничего не надо. Более того, она даже обесценивает. Муж захотел порадовать, удивить, устроить сюрприз. Элементарно встретил. Она почему-то недовольна. Даришь цветы, которые она в лучшем случае сдержанно принимает, а то и выбрасывает. К сожалению, вот эти ситуации, они встречаются, как правило, вот практически всегда с мужчинами, которые, во-первых, любят своих женщин слишком сильно. А второе, у них всегда были, есть и будут деньги, возможности, власть. То есть это, как говорится, мужчина мечты. За ним женщина, как за каменной стеной. Она не ценит. Почему не ценит? Именно с этим вопросом ко мне обращаются со всего мира. Не только из России, но и из Америки, Канады, Австралии. Даже с Африки были случаи. То есть вы понимаете, что эта проблема, скажем так, неблагодарных жен, она во всем мире. И более того, она набирает и набирает, к сожалению, какие-то обороты. И у меня очень часто спрашивают: скажите мне, вот как женщина-психолог, чего ей не хватает? Почему она меня не ценит? Я потерял доминирование, завалил баланс значимости. Действительно, правильно. Эту ситуацию можно рассматривать с позиции заваленного баланса значимости, который, кстати, 8 из 10 случаев очень прекрасно решается. Прекрасно. Но проблема в другом. Оказывается, что никто толком не знает, что такое баланс значимости. Даже психологи. И психологи даже не работают с балансом значимости. Баланс значимости – это словосочетание, пришло к нам из пикапа, популярной психологии. И они говорят, особенно молодые люди, говорят, что такое баланс значимости. Человек говорит, ну как что? Ну как? Ну она меня не ценит, потерял доминирование. А вот уже зрелые мужчины, постарше, у которых семейная жизнь, опыт семейной жизни есть, они говорят, нет, здесь не все так просто. Действительно, в идеале тот, кто значим, тот и доминирует. Но не всегда так. В семейной жизни могут быть, скажем так, несовпадения. Например, человек, может быть, доминирует, управляет, но его не ценят. Чаще всего это ситуация на работе. Например, начальник самодур. Он управляет, но его никто не уважает. И другая ситуация, когда человек ценен, значим для нас. Например, наша бабушка или дедушка. Но они не доминируют. Наверняка догадываетесь, к чему я клоню, да? Что вот очень важно различать эти понятия. Значимость и доминирование. Если мужское движение и на работе, в бизнесе, мужской мир, там постоянно боевики, кто-то кого-то должен доминировать, то в семейной жизни это не работает. Но в доме должен быть хозяин, глава семьи. Об этом говорят все психологи в один голос. Потому что без главы семьи что? Разброд и шатание. Кто куда, никакого порядка нет. И желательно, чтобы это был мужчина. Так вот, доминирование – это скорее про структуру семьи, про распределение прав и обязанностей в семье, но не про значимость. Еще раз, можно быть доминировать, но не быть значимым, и наоборот. Поэтому очень важно, крайне важно разобраться в сути явлений. И тогда, как я говорю, 8 из 10 случаев мы эту проблему решаем на раз-два. Давайте порассуждаем. Значимость. Достаточно иногда просто вот вслушаться в это слово, призадуматься, и все становится понятным. Значим, то есть человек, другими словами, быть значимым – это значит быть важным, нужным и ценным. И мы значимы, когда даем то, что нужно другому человеку. Тогда человек значим. Но баланс значимости заваливается тогда, когда мы даем то, что было, может быть, нужно раньше. К примеру, если подарить ребенку на 14 лет какой-нибудь грузовичок, это будет незначимый подарок, даже если он о нем мечтал в 4 годика. В отношениях.
Если мы будем давать в отношениях вот чрезмерную заботу, это было важным и нужным на этапе влюбленности. А сейчас у нас идут отношения, развиваются, слава богу. Даем опять вот эту заботу, внимание, желание побольше быть вместе, это незначимо. Поэтому теряется доминирование, баланс значимости заваливается. Но ситуация решаемая. Достаточно знать, что нужно на каждом этапе. Сейчас разберем более подробно ситуацию. Когда у нас в семье, в отношениях все хорошо, даже, знаете, как правильнее сказать, у нас все хорошо дома, когда соблюден баланс значимости. Баланс, слово баланс, означает, что мы в равной мере. В равной мере. Никто больше не вкладывается, одинаково вкладываемся в отношения. Мы равное количество времени думаем друг о друге, но не 24/7. Мы равное количество времени заботимся друг о друге, но, опять же, не 100%. Мы же прекрасно понимаем, что 100% забота нужна только инвалиду, который прикован к кровати. А в нормальных отношениях у нас должно быть, мы должны сами о себе позаботиться. И вот здесь, кстати, очень ценным, я часто повторяю в роликах, иногда ценным является возможность предоставить женщине сделать свои собственные ошибки. Вот вляпаться куда-нибудь, на какие-нибудь грабли наступить, чтобы кредит какой-то взять на каких-то непонятных условиях. На работе у нее был конфликт, но чтобы она сама его как-то решила. Как обычно мужчины, которые любят слишком сильно, они идут как бы на опережение. Они решают ее проблемы, считая или ошибочно полагая, что это ценно. Нет. Она как бы такая, с одной стороны, и благодарная, но а спасибо почему-то сказать не может. Вообще эти ситуации очень сложные. Когда заваливается баланс значимости, как говорят мои клиенты, чем больше стараешься, сопли, слюни потираешь, тем больше она вытирает от тебя ноги. И, как правило, уходит. И уходит, знаете, когда? После того, как муж в очередной раз сделал что-то очень хорошее. Погасил ее кредит, про который она забыла. Подарил абонемент в дорогой фитнес-центр. Классика жанра – это новый iPhone, который она берет так, берет и говорит: я тебя не просила. Но если хочешь, то возьму, чтобы ты не обиделся, и уходит. Втихаря, без объяснений. И муж в этой ситуации пытается хотя бы для себя выяснить, что он сделал не так. Потому что объективно он не то, что плохое что-то сделал, он все идеально делал. Она почему-то его не ценит. Дело в том, что ценность не всегда носит такой знак плюс, то есть помог избежать ей какой-то ошибки. Нет, я вас умоляю. Иногда ценным является возможность позволить ей сделать эту ошибку, но позволить нужно грамотно это сделать. Итак, возвращаемся к балансу значимости. Баланс значимости – это про то, что мы в равной степени важны, нужны и заботимся друг о друге. И, кстати, сюда же можно отнести такой критерий: мы занимаем в жизни равное количество места. Это о чем? Вспомните, что говорит ваша жена. В моей жизни нет места для тебя. Или в моих планах нет места для тебя. Тебя нет в моих планах на будущее. Вот эта ситуация, я бы сказала, уже никогда нельзя говорить без шансов, но шансы практически минимальны. А ситуация, когда она говорит: кроме тебя в моей жизни еще есть, послушай, работа, подружки, фитнес, еще что-то. Эта ситуация условно нормальная. Главное понять вот процентовку, кроме тебя, сколько процентов что занимает. Мы же прекрасно понимаем, что если семья, отношения занимает меньше 10% жизни человека, то это... Мне сложно назвать это семьей, потому что супруги там живут как? Параллельно.
А дети, можно сказать, брошены на произвол судьбы. Поэтому здесь очень важно, чтобы у нас в жизни были разные сферы. И семья, и работа, и подруги, и личное время. Причем как у мужа, так и у жены. Тогда все хорошо. Но часто, очень часто, особенно молодые, которым до 25 лет, спрашивают: говорит, Светлана, ну как это так? Ну вот как это так? Ведь любящие всегда хотят быть вместе. Я сама была такая 300 лет тому назад. Действительно. Но здесь очень важный момент. Я бы сказала, не любящие, а влюбленные. Влюбленные всегда хотят быть вместе. И вот этот этап влюбленности, который, кстати, обеспечивается определенным гормональным всплеском, он не может длиться вечно. В среднем 3 месяца. Это при самом, скажем так, благоприятном раскладе, а то и меньше. И дальше у нас наступает этап отделения. И на этом этапе очень важно научиться быть вместе и быть по отдельности. Если на этапе влюбленности нам нужно быть только вместе, то на втором и вместе, и по отдельности. Но часто бывает такое убеждение, что мы будем только по отдельности. Нет, я вас умоляю. И вместе, и по отдельности. Но если у человека нет возможности быть по отдельности, тогда он вместе тоже не хочет быть. Еще раз. Если нет возможности быть по отдельности, тогда вместе человек тоже не хочет быть. Вот в этом и заключается значимость второго этапа в развитии отношений. Быть вместе и по отдельности. Дальше будут другие нюансы. Расскажу. Еще такой вопрос часто бывает. Знаете, что значит быть вместе и по отдельности? Это очень субъективно, то есть лично. Мы можем быть вместе в одной квартире, вот, по одной кухне ходить, но каждый в своих мыслях, друг друга не слушаем, нет какого-то сопереживания, сочувствия. И это называется одиночество вдвоем. Вот это намного страшнее. Поэтому каждый решает для себя, что он хотел бы в отношениях. Итак, давайте подведем итог. Проблема. Когда женщина не ценит, она решается очень быстро, относительно легко. Здесь очень важно четко себе представлять, что же такое баланс значимости. И мы должны... Что нужно сделать? Первое. Баланс. То есть до тех пор, пока в отношения вкладываетесь только вы, благодарности не будет. Совесть у нее не проснется. Более того, она будет вытирать о вас ноги. Поэтому нужно перестать вкладываться в отношения. Баланс. Мы должны в равной степени вкладываться в отношения. Второе. Каждый человек для себя определяет вот эти границы быть вместе и по отдельности. Что значит для вас быть по отдельности? Граница вот такая допустима, или вот столько нормально. Или мы можем жить параллельно, и многие люди живут как соседи, их это устраивает. У каждого человека есть выбор. Но быть только вместе, как раньше, во влюбленности уже не получится. Если мы хотим задержаться, несмотря на то, что это был прекрасный период, дольше, чем нужно, то даже самая прекрасная история любви превращается в токсичные отношения. Мы в Беларуси живем иногда, по акценту моему слышно. В Беларуси очень много болот. Болото – это стоячая вода, где нет движения. Так вот, в отношениях у нас застой получается, как болото, токсичные отношения, когда нет движения, когда нет границы. Эта граница должна быть. Ну и третье, вы всегда должны учитывать психотип вашей избранницы. Возможно, у нее избегающий тип привязанности. И поэтому, как бы вы ни старались, что бы вы ни сделали, она не сможет вам обеспечить и дать ту нужную степень близости, но не слияния. Слияния не надо. Вот близость. Может быть так, но это нормально. А вот очень далеко, это уже разошлись, как в море корабли. Ситуация баланса значимости решаемая. Вы можете спросить на консультациях, можете в комментариях. Я с удовольствием вам отвечу. С вами была я, семейный психолог-примиритель Светлана Белькевич.